Это утро ничем не отличалось от десятков предыдущих. Рыболовецкое судно «Аурелия» вышло в открытое море к югу от итальянского побережья. Вода была спокойной, легкий ветер едва колыхал поверхность, а капитан Андреа Морелли спокойно допивал кофе, просматривая горизонт. Все изменилось в один момент. С палубы раздался крик матроса, он указывал на темное пятно впереди. Сначала команда решила, что это обычная куча морского мусора. Пластиковые отходы и обрывки сетей здесь встречались все чаще. Но когда лодка подошла ближе, сквозь шум волн послышался слабый, прерывистый звук, будто кто-то тихо пищал и задыхался. Двигатель немедленно заглушили. Судно осторожно приблизилось к спутанной массе из старых сетей, веревок и водорослей. Внутри что-то двигалось. Один из рыбаков аккуратно раздвинул мокрые петли и резко отпрянул. Под слоем мусора оказался детеныш дельфина. Его маленькое тело было туго перетянуто леской, плавники запутаны, хвост почти обездвижен. Он едва шевелился. Один глаз был прикрыт, дыхание частое и слабое. Было ясно, времени почти не осталось. Не раздумывая, молодой моряк Марко Беллини надел перчатки, взял нож и спустился в воду. Остальные удерживали сети, чтобы они не затянулись сильнее. Марко работал быстро, но осторожно, разрезая виток за витком. Леска впивалась в кожу дельфиненка, и каждый срез требовал точности. Удивительно, но малыш почти не сопротивлялся. Он словно понимал, что ему помогают. Минуты тянулись бесконечно. Солнце уже поднялось выше, отражаясь в воде, а команда сосредоточенно продолжала освобождение. Почти 20 минут ушло на то, чтобы снять последние тугие петли с хвоста. Когда последний виток был перерезан, дельфиненок на секунду замер. Казалось, он собирает последние силы. Затем медленно двинулся вперед, освободившись из ловушки. Он отплыл на несколько метров, потом неожиданно развернулся и сделал небольшой круг вокруг лодки. Все на палубе замерли. Это выглядело так, будто он прощался. После этого малыш нырнул и исчез в глубине. Когда Аурелия вернулась в порт, история быстро разошлась по набережной. Люди останавливались, слушали, задавали вопросы. Позже о спасении написали местные издания. Но для капитана Морелли самым сильным воспоминанием остались не публикации и не похвалы, а взгляд. Он признался, что за долгие годы в море видел штормы, аварии и многое другое, но никогда таких глаз. В них смешались страх, усталость и едва уловимая надежда. С того дня команда изменила одну привычку. Теперь каждый выход в море сопровождается дополнительным набором: плотные перчатки, острые ножи, багры для подтягивания сетей. Не ради улова, а на случай, если среди волн снова раздастся тихая, почти неслышная просьба о помощи. Иногда героизм — это не громкие подвиги, это остановленный мотор посреди моря и решение не проплыть мимо. Если вам понравилась эта история, поддержите ее лайком и подпишитесь. Впереди еще много реальных историй о том, как человеческое участие меняет чью-то судьбу.